Добрый день, друзья! Прошли сутки после того, как я приобрела эти две орхидейки. Теперь можно с них снять пакетики и посмотреть, что у них внутри. Давайте снимем сначала пакетик с маленькой орхидеей. Я вам, когда хвасталась, говорила, что была заявлена как Сара, но я еще не нашла ничего. Вот такой производитель вкладывает такие интересные металлические опознавательные свои знаки. Я еще не искала и не смотрела, как же она в конечном итоге называется. Вы знаете, была еще она заявлена как ароматная, за сутки аромата не появилось никакого. Горшочек остался практически такой же мокрый, влажный, и запах из него сырости. И здесь я увидела еще на листике, даже через целлофанчик, вот такой какой-то непонятно что-то темненькое. Сейчас рассмотрю. Вот. Сейчас рассмотрю в свой маленький микроскоп и скажу вам, что это. Может, это просто что-то прилипло. Так, долго рассматривала. Вы знаете, похоже на щитовку, но больше нигде я... нет, не больше. Вот еще что-то. Сейчас еще рассмотрю. Положу его, так неудобно рассматривать. Друзья мои, щитовка. А вот это настоящая щитовка. Ну да, иногда покупаешь и со щитовками. Так, что мы в этом случае будем делать? Во-первых, очень внимательно осмотрю все цветоносы, потому что щитовка любит ползать и по цветоносам. Она хоть такая и вроде малоподвижная, но как-то ее детки исхитряются бегать. Причем со щитовками у меня был опыт уже очень давно. Как только я приобрела вот этот свой микроскоп, он у меня уже изрядно потрепанный, но большой очень помощник. Я когда-то, открыв эту щитовку, увидела, что под ней очень-очень много мелких щитовок. И вот они-то разбегались очень здорово. И еще то, что я вам сейчас, наверное, не будет в камеру видно, но я это по листикам вижу. Щитовки оставляют, вот если заметите, вот здесь мелкие-мелкие следы, такие как капельки, блестящие мелкие капельки. Не знаю, видно или нет, но я вижу вот эти капельки. Сейчас я просто промываю зеленым мылом, и когда буду разбирать, сейчас прямо срочно разбирать не буду, дам высохнуть, а когда буду разбирать, этот цветок придется обрабатывать Актарой. Обработка примерно такая же, как и от мучнистого червеца. Ей нужно щитовки. Для того, чтобы убрать всю щитовку, нужно кишечно-контактное средство. Поэтому это только у нас Актара. Может быть еще Актелик, но я пользуюсь Актарой. Когда буду обрабатывать, обязательно вам покажу. А сейчас все промываю зеленым мылом. Так, зеленое мыло я уже даже приготовила, даже не думая о том, что здесь будет щитовка. Берем тепленькую водичку, как всегда, 28-32 градуса. Здесь у меня 250 миллилитров. Приблизительно это чайная ложка, столовая ложка. Здесь не сильно важно. Я даже могу просто налить из флакончика. Приблизительно вот столько. Ну,
от чайной до столовой ложки наливается. Ватный диск. И хорошо протираем все листики. А здесь уже хорошо с нажимом, чтобы снять эту щитовку и сразу протереть, если у нее там есть малыши. Ах, хочется посмотреть все-таки. Видите, как хорошо иметь микроскоп. Можно сразу все посмотреть. Вы знаете, малышей у нее нет, она уже сухая. Может быть, ее чем-нибудь обрабатывали перед отправкой. Может быть, уже это и засохшая, совершенно сухая. Нет там ничего. Ну, это хорошо. Поэтому буду наблюдать, если вдруг что-то появится, тогда обязательно обработка Актарой. Поэтому с нажимом хорошо протираем. А может быть, эти малыши уже просто выбежали оттуда и где-то сидят в листиках, а они такие миленькие, шустренькие, что мы их просто с вами не увидим. Поэтому обязательно такое растение оставим на карантин. Причем карантин этот будет примерно не меньше месяца. Они что же должны подрасти для того, чтобы мы их увидели? Если они здесь где-то сейчас присутствуют в таком в маленьком формате, мы их всех смоем ватным диском. И дальше только наблюдаем. Теперь, что мне здесь еще не очень нравится? Мне не нравится вот этот черный мох. Я его отсюда уберу. Постараюсь убрать от шеи. Вот так убираю от шеи. Шея там чистенькая, ее сразу видно. Так, вот так, наверное, видно будет, да? Вот так постараюсь убрать этот мох. Внутри видны хорошие корешки. Так, ну совсем-то так не надо убирать. Немножко вернем. Вот этот корешок все-таки прикроем. Вот так ее поставлю на... еще вот что нужно сделать. Еще нужно обрезать вот этот корень сухой. Поставлю ее, чтобы она хорошо просохла. И потом, скорее всего, буду ее все-таки вынимать из этого мха. Вполне возможно, что пересажу в перлит. И наблюдать. Щитовка распространяется, знаете, быстро. Хоть и кажется, что там долго ей подрастать. Но бывает такое, что пропустишь момент, и вот они, эти щитовочки, появились. Поэтому здесь очень внимательно наблюдаем. Редко сталкиваюсь со щитовкой, но бывает. Давайте все это сначала уберу, и тогда только буду разбирать следующую орхидею. И вторая наша орхидейка — это парфюмерная фабрика. Кстати, по ценам. Маленькая орхидейка стоила 1350 рублей. Парфюмерная фабрика такая у нас стоит 1550 рублей. Ой, вы не представляете, стоит уже сутки, какой от нее аромат. Цветочный, приятный, нежный. Очень бы хотелось, чтобы на ней распустились, конечно, все бутончики, но аромат, который она источает, просто великолепен. Так, что здесь есть? Есть сухие корешки, которые я сразу обрежу. Это мы все убираем, это производитель. Я на эти бирочки никогда сильно внимания не обращаю, потому что практически пишется все одно и то же.
Ну что, и по аналогии с прошлым смотрим на листики. Вы знаете, но здесь листики, это обработка химикатами, это производитель обрабатывал. Здесь листики чистые, никаких там мелких вот этих капелек не видно, упругие, хорошие. Так все вроде чисто. Что с корнями? Корни хорошие. Конечно, раскукленных, как всегда, нет. Поэтому я ее пересаживать не буду. Есть вот молодой растущий корень, прям большой, хороший. Есть сухие, которые прям сухие, видите, снимаются. Это мы все обрезаем, убираем. У нее был еще один цветоносик, он срезанный. И еще был один цветонос. Но очень часто производитель убирает у молодых растений, когда они в размере 2,5, и если они выпускают цветоносы, они убирают эти цветоносы, чтобы растение дало большой, хороший цветонос. Обязательно, если срезали цветонос, обязательно чем-нибудь обрабатываем. Я обрабатываю перекисью водорода. Здесь всю шею видно, можно только вот эти убрать, просто в сторону отложить. Кора. Кора вроде бы неплохая. Просто убираю, немножко убираю коры от шеи. Протираю тоже зеленым мылом, это всегда и обязательно. Взяла новый диск, а мыло осталось тоже, что первый раз, но я всего один раз окунула в это мыло ватный диск, и после того, как я обработала те листики, я больше туда со щитовками старый диск не опускала, но все равно беру новый диск, поэтому... И точно так же хорошо протираю листики зеленым мылом. И листики красивые, такие красивые у них пятнышки. Ну как можно не любить фабрику? С ее изумительным ароматом. Даже не с изумительным, с завораживающим ароматом. Сложно подобрать эпитет к этому аромату. Ну, в общем, мне очень нравится. Также оставлю ее в таком состоянии. Будет просыхать она у меня. После просушки очень много раз вам рассказывала и расскажу еще раз. Я просто буду поливать по краю горшка. Также тепленькой водички. Никаких удобрений здесь быть не может. Цветущие орхидеи, тем более только что купленные, я никогда не удобряю. Буду надеяться, что распустит все свои бутончики. И буду ждать, пока раскуклит корни. Как только раскуклит корни, как только пойдет рост, но пока она будет распускать бутончики, она не будет заниматься корнями, ей это не нужно, она сейчас занимается своими бутончиками. Ну, полив по краю горшка. Кстати, ссылочку на какое-нибудь видео, где я показываю, как я поливаю по краю горшка, я вам обязательно оставлю. Если интересно, проходите, смотрите, дабы не отнимать сейчас ваше время. Просто по краю горшка, полив, и все. Тоже карантин. Карантин примерно на месяц. Но у меня даже на карантине стоят все цветы обязательно под освещением. Поэтому надеюсь на полный распуск бутончиков. И только после этого пересадка. Если остались вопросы, пожалуйста, задавайте. Если вам интересно дальше послушать историю об этих орхидеях, нажимайте на колокольчик, вам обязательно будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья!